Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 31 декабря 2022 года. Некоторые из моих зрителей уже встретили Новый год, некоторым это еще предстоит сделать. Поэтому, пользуясь случаем, я поздравляю всех. И тех, кто уже в 2023 году, и тот, кто еще на пути к нему. Сегодня к праздничному столу, но я хотел бы прежде всего пожелать вам больше позитивных эмоций в следующем году. А для этого нужна победа. Победа над врагом. И она, безусловно, состоится. Вот сегодня моя маленькая внучка, которая учится только рисовать, сделала мне подарок на Новый год, сюрприз. Она нарисовала вот эту картинку, которая по-английски написано «Ukraine is strong». Украина сильная. А мне она сказала устно, что Украина обязательно победит. Чего я желаю себе, дорогие друзья, и всем здравомыслящим зрителям моего канала. В следующем году добро должно восторжествовать. Но война продолжается. И сегодня в западных средствах массовой информации появились материалы о том, что Кремль накануне Нового года распространил методички среди своих СМИ о том, как надо освещать события в Мордоре, в его агрессию в Украине. Ну и там тезисы вы эти знаете, да, что на них останавливаться. Но важнейшим полем битвы в информационной войне является также информпространство Украины. И я неоднократно посвящал этому различные материалы. Один из них был буквально несколько дней назад. По поводу, я бы сказал, матерого трампистско-кремлевского феккометчика. Ну, вы его уже, наверное, знаете в лицо. И я, когда рассказывал о нем, упомянул, что у него есть еще мальчик на подтанцовках. Я думаю, есть смысл на нем остановиться, потому что, ну, я думаю, это подойдет к праздничному столу, к вашему салату оливье или любому блюду или горячительному напитку, и даже к чашке чая или кофе. Потому что это персонаж, с одной стороны, комический, с другой стороны, трагедия заключается в том, что он делает очень грязное дело. Речь идет, наверное, вы уже догадались, о аптекаре первого ранга по фамилии Табах. Я его называю так, что это человек, прослуживший немало лет в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки. И английский. Его вывезли в свое время родители в возрасте 14 лет из Ленинграда в Соединенные Штаты, где английский стал для него как родной язык. Так вот, он до сих пор не знает, что капитан с английского на русский или украинский так и переводится. Он его упорно переводит как капитан первого ранга, звание которого не существует в ВМС США. Но если человек не знает, какое у него звание, то я его называю аптекарь первого ранга. Аптекарь, он базовое образование у него такое. Так вот, значит, персонаж занимательный и смешной в своей никчемности, и вы это увидите из предстоящего видео. Но в то же время он вредный до такой степени, что вы можете представить ситуацию. Американский военнослужащий в отставке не вхож в американское посольство в Киеве. По его собственным словам, это связано с теми идеями, мыслями, которые он транслирует в украинском же информационном пространстве. Но он, конечно, ссылается на то, что его не пускают туда по политическим соображениям. Это ложь, как практически все, что он несет из различных утюгов интернета. Посольство Соединенных Штатов Америки – это организация непартийная. Она представляет собой Соединенные Штаты Америки, правительство США. Главный сейчас союзник Украины в борьбе против Мордора. Он рассказывал, что там были у него люди, знакомые, которые с ним общались, но после того, как начал вещать в украинском информпространстве, с ним перестали разговаривать, и вообще он туда не вхож. Потому что те
вещи, которые он транслирует, это ложь. И вы в этом убедитесь сейчас. Это жуткая, тупая, наглая ложь. Причем она громоздится, как снежный ком буквально. Там трудно найти, за потоками лжи, трудно найти крупицу правды. Ну, а во-вторых, почему не пускают? Потому что это ложь прямо вбивает клин в отношениях между двумя союзниками, Украиной и ее главным союзником Соединенными Штатами Америки. И единственное, вернее, два клиента, для которого его речи beneficial, то есть полезны, это Кремль и самая оголтелая группировка трампистов Соединенных Штатов Америки, которая, в принципе, сейчас играет чуть ли не главную скрипку, вернее, будет играть с 3 января чуть ли не главную скрипку в республиканской фракции в Палате представителей. Ну, понимаете, я вот не взялся бы в детальный разбор полета или тезисов аптекаря первого ранга. Ну, во-первых, потому что он мальчик на подтанцовках, и есть вещи, которые поважнее, чем обращать внимание на мальчика на подтанцовках. Но нашлись люди, которые подошли к этому вопросу принципиально, понимая тот вред, который приносит этот человек. Повторяю, он духовный отец у него Илларионов. Этот просто танцует по ДД в такт с Илларионовым. И вот нашлись люди в Соединенных Штатах, которые решили, что нужно наконец-то разобрать всю ту галиматью, которую он продолжает нести чуть ли не каждый день для украинской аудитории. Эти люди, Юрий Рашкин, у которого есть YouTube, он вещает из Соединенных Штатов Америки, и есть у него единомышленник, блестящий эксперт, человек, который глубоко разбирается во внутренней политике Соединенных Штатов Америки, ну и следит как ученый за насекомым, за деятельностью Табаха. Так вот, значит, они сделали специально для моего канала видео с конкретным разбором полета аптекаря первого ранга Табаха. Я думаю, что вам будет любопытно узнать, потому что мне время от времени пишут, там вот Табах что-то сказал. Мне в последнее время перестали писать уже, слава богу. Но раньше там писали, а вот Табах сказал то, Табах сказал все. Ну вот сейчас это все вам объяснит. Видео, которое вы сейчас посмотрите, оно сделано с юмором, легко, непринужденно, как разбивается наглая и пошлая ложь и сознанием дела. Повторяю, ее можно смотреть, это видео, под салат оливье, под водку, под вино и даже просто на трезвую голову и на голодный или на сытый желудок. Поэтому я думаю, что вы получите удовольствие. Рекомендую канал Рашкин Репорт и ту команду, экспертов, которые там работают в составе Юрий Рашкин и блестящий эксперт Дмитрий Абрамсон. Слушайте правильных людей, господа, и тогда вам будет ясно, что происходит в мире, что происходит в вашей стране и какие у нее перспективы. Поэтому без дальнейших проволочек представляю вот это видео, сделано специально для моего канала. Получайте удовольствие. Я лично получил. Еще раз с наступившим, для тех, кто наступил, и с наступающим 2023 годом. Год, который должен нанести сильнейшее поражение Мордору. До скорой встречи в новом году. Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Дмитрий Абрамсон. И сегодня у нас второй выпуск передачи «Информационная гигиена». После разоблачения обманщика Сергея Любарского в первом выпуске мне прислали видео от Юрия Табаха, он же Гарри Табах, под названием «Исключительно факты, только для полезных и бесполезных идиотов». Я составил список фактов, что было при Обаме, что было при Трампе, что было
и что сейчас происходит при президенте Байдене. Что никаких эмоций, никаких споров. Я просто вот выписал факты. В общем, фактические факты на фактах сидят и фактами погоняют. Слово «факты» Табах употребил в этом видео 25 раз. Кто-то заметит, что я говорю неправду, или я ошибаюсь, или это не факт. И у них есть еще какие-то факты про трамповские, против Трампа, за Обаму, за Байдена. Пожалуйста, я их готов выслушать. Конечно, наверное, я там всуну комментарий или два своих от себя, просто, я же не робот. Но в основном это только чистые факты. И из этих фактов я делаю выводы. Однако самих фактов там почти не нашлось. Была ложь, наглая ложь, чушь, полуправда, отсутствие контекста и мнение Табаха как минимум в спорных вопросах. В 2015 году при президенте Обаме Конгресс был тогда республиканский. Принимает законопроект, позволяющий начать поставки оружия Украине. 300 миллионов долларов на летальное оружие. Это республиканцы. Вот те, которых вас сейчас убеждают, что если республиканцы вернутся в Конгресс, то Украине вообще ничего не дадут. Вот тогда это они настаивают, чтобы дали летальное оружие. Числа Табаха всегда не совсем правильные или даже совсем неправильные, но дело даже не в этом. Что он вам не говорит, это то, что республиканская партия 2015 года это не та же самая партия, которая существует сегодня в 2022 году. Я состоял в республиканской партии до 2016 года, и я поддерживал летальное оружие для Украины. Но сегодня Трамп доминирует республиканскую партию, и он уже неоднократно выступал против поддержки Украины. Вероятно, следующий спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, уже сказал, что он, скорее всего, будет против дополнительной помощи Украине. Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются писать Украине карт-бланш. Аналогичные заявления уже сделали многие трамписты внутри республиканской партии. А в последнем опросе общественного мнения 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. Обама и Байден накладывают вето. Байден отвечает за Украину, то есть он президент по Украине. Все, что происходит в Украине, это дело Байдена. Вы обратили внимание, как ловко Табах приписал решение Обамы о поставке летальной помощи Украине вице-президенту Байдену? На самом деле, внутри администрации на тот момент были очень серьезные разногласия по этому вопросу. И крыло, которое настаивало на поставке летальной помощи Украине, возглавлял никто иной, как вице-президент Джо Байден. К Байдену присоединились такие люди, как Антони Блинкен и Виктория Нуланд, которых Байден взял к себе в сегодняшнюю администрацию. Обама и Байден накладывают вето на это и посылают какие-то там одеяла, еще кое-что. В эти кое-что вошли бронежилеты, каски, антиартиллерийские радары, приборы ночного видения, медикаменты и 230 машин Humvee. Всего администрация Обамы поставила Украине с 2014 по 2016 год помощи на $600 миллионов. Дополнительно администрация Обамы установила программу под названием Ukraine Security Assistance Initiative, в результате которой Америка могла продолжать поставлять оружие и обучение, чтобы помочь Украине против российской агрессии. С 2016 по 2019 год Конгресс одобрил $850 миллионов по этой программе. Что же происходило с президентом Трампом с 2017 по 2020 год? Он в первую очередь, как только пришел к власти, аннулировал вето Обамы на оружие, поставляя джавелины, стингеры, снайперские винтовки и так далее. В 2018 году Трамп действительно одобрил продажу 210 ракет «Джавелин»
и 37 ракетных установок на общую сумму в 47 миллионов долларов. Однако это было сделано при условии, что Украина не будет использовать джавелины на Донбассе. Но что Табах от вас на самом деле скрывает, так это то, что в 2019 году Конгресс США одобрил поставку оружия Украине еще на 400 миллионов долларов. Трамп единолично заблокировал эту поставку с целью шантажировать Зеленского, с целью шантажировать Украину, преследуя свои личные политические интересы. Направил для обучения вооруженных сил Украины инструкторов из США. Заходим в поисковик, вводим «американские инструкторы приезжают в Украину». И у нас выскакивает сразу несколько статей. Обратите внимание на дату. 2015 год, 2015 год, 2015 год. Трамп стал президентом только в 2017 году. Самые крупные учения Sea Breeze были при Трампе. Правда, самые последние, самые крупные, они уже были при Байдене, но созданы они были Трампом. Вы внимательно слушали? Самые крупные военные учения Sea Breeze были при Трампе. Ах, нет, при Байдене. Но Трамп их создал. Военные учения Sea Breeze проводятся с 1997 года. Как капитан военно-морского флота в отставке этого не знает, остается загадкой. Закрыл все консульства России в США, такой дружелюбный жест. На самом деле не все, а только одно, но кто там уже считает. Администрация Трампа обязана была принять ответные меры после отравления Скрипаля в Великобритании. Протолкнул закон через наш Конгресс о том, что Крым никогда не будет признан российской территорией. Видимо, речь идет про HR 596, Crimea Annexation Non-Recognition Act, или закон о непризнании захвата Крыма. Начнем с того, что этот закон выдвинул Джеральд Коннелли, демократ из Вирджинии. В 2019 году демократы уже контролировали Палату представителей, поэтому они смогли принять этот закон без проблем, и только один республиканец проголосовал против. Однако в Сенате, который контролировали республиканцы, этот закон умер в комиссии по международным отношениям. Как вы сами понимаете, Трамп не имел к этому законопроекту никакого отношения. Отдал право на вето санкций против России. Он отдал свое право Конгрессу на вето России. То есть, что бы Конгресс ни делал против России, какие бы санкции ни вводил, его президентское вето, он от него отказался. Что он никогда не сможет никак. Вот этого козыря он отдал Конгрессу в своей колоде во время даже там переговоров с Путиным. У него этого козыря уже не было. Вообще, это странная постановка вопроса, что Трампу пришлось объявить о том, что он отказывается от права вето. Как будто у кого-то были сомнения по поводу его связи с Кремлем, о том, что, может быть, сотрудничает с Путиным или преследует его интересы. Я просто зачитаю кусок своей статьи «Украина при Трампе такого бы не было», которая объясняет, что там произошло. 2 августа 2017 года Трамп подписал закон о дополнительных санкциях против России. Для людей, незнакомых с американской политической системой и не читающих дальше заголовок газет, Трамп пошел против Путина. Однако законы пишет не президент, а Конгресс. И этот закон специально ограничивает возможности президента ослабить санкции против России. Зачем Конгресс перестраховался? Да потому что законодатели не доверяли Трампу в отношении Путина. Более того, Палата представителей проголосовала 419 к 3, а Сенат 98 к 2. С таким балансом сил Трамп даже вето не мог наложить. Его подпись ровным счетом ничего не меняла. Но даже после подписания законопроекта Трамп задержал введение санкций как минимум на полгода. Госдепартамент выкручивался как мог, заявляя, что самой угрозы санкций достаточно для нанесения вреда Москве. И только под давлением Конгресса Госдепартамент сдвинулся с места. В марте 2018 года путинские преступники отравили новичком бывшего шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Согласно закону, использование химического оружия автоматически приводит к введению санкций в 2 этапа. Администрация Трампа действительно ввела первый круг санкций и выгнала 60 российских дипломатов.
Если не вникать, то Трамп снова пошел против Путина. Однако Трамп снова задержал второй круг санкций до августа 2019 года. И только скандал и давление со стороны Конгресса заставили Трампа подписать соответствующий указ. За день до введения второго круга санкций Трамп разговаривал с Путиным о возможностях улучшения отношений. У нас был хороший разговор, короткий разговор, но хороший разговор. Многие не понимают разницы между тем, что Трамп хотел сделать, и тем, что его заставляли сделать. Раскол по отношению к России произошел между Трампом и государственными учреждениями, прежде всего Конгрессом, профессионалами в разных структурах исполнительной власти и взрослыми людьми внутри его собственной администрации. Он первоначально сначала говорил с Порошенко и Зеленским, только потом с Путиным. Неважно, на встрече или звонком. Сначала звонил или встречался с президентами Украины, только потом с Путиным. Что делал, наоборот, Байден. Но это вообще сомнительное утверждение, кто с кем, когда, в каком порядке встречался. Ах, нет, не встречался, а говорил. Такое чувство, что у Табаха уже заканчиваются эти самые его пресловутые факты. В 2019 году, когда Зеленский пришел к власти, он действительно стремился встретиться с Трампом в Белом доме. Он хотел продемонстрировать Путину поддержку от США. Однако Трамп заморозил поставки оружия Украине и отказался встречаться с Зеленским, пока Зеленский не начнет фиктивное расследование против Байдена. Поэтому может быть вопрос не кто с кем, когда и в каком порядке, а в том, что Трамп использовал встречу с Зеленским в Белом доме, чтобы его шантажировать. Заткнул рот про ядерное оружие Путину, где он ему говорит, даже не думай, даже не говори, даже чтобы я не слышал этого слова от тебя, потому что у меня кнопка больше, и она работает. Это слова Трампа были. Ах, как обидно, почти угадал. Только Трамп мерился кнопками не с Путиным, а с Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Из Северной Кореи вернул 200 останков солдат США. Это то, что все президенты обещали. Но никто не смог это сделать в Северной Корее. Заткнул их с ядерным оружием. Они никогда не испытывали ни баллистической за 4 года, ни баллистической ракеты, ничего. В 2017 году тесты баллистических ракет 4 июля, 28 июля, 29 августа. Тест ядерного оружия 3 сентября. Тест баллистической ракеты с 14 сентября, 29 ноября. В 2019 году, после трамповской дипломатии, Северная Корея возобновляет тесты баллистических ракет. 4 мая, 9 мая, 25 июля, 31 июля, 2 августа, 6 августа, 10 августа, 16 августа. 24 августа и 10 сентября Северная Корея тестирует ракеты МЛРС. Баллистические ракеты 2 октября, МЛРС 31 октября. 1 января 2020 года Ким обещает продолжение разработки ядерного оружия и разработку нового стратегического оружия. Подписал мир между Израилем и арабами. Никакой президент этого не мог. Абрахамс Аккорд. А он это сделал с Эмиратами и Израилем и другими арабскими странами. Да, действительно, ни один президент не смог это сделать, не считая Джимми Картера в 1979 году, когда Израиль и Египет подписали мирный договор. И кроме Билла Клинтона в 1994 году, когда Израиль и Иордания подписали мирный договор. Заставил НАТО платить свою долю. Вот они все кричали, он разрушает НАТО, он нас ссорит с союзниками. Наоборот, НАТО заработало при нем. Они все стали платить свою долю. Я снова зачитаю кусок своей статьи. Украина при Трампе такого не было. Трамп считал, что члены НАТО используют Америку. Америка тратит колоссальное количество денег на оборону, пока европейские страны экономят и наслаждаются бесплатной защитой. Эта идея, заложенная российскими спецслужбами 30 лет назад, уже прочно сидела в голове президента США. Фактически Трамп был прав. Наши европейские союзники действительно не выделяли пропорциональное количество средств на военные нужды. И Обама, и Буш пытались добиться большего участия стран НАТО в совместной обороне. Однако никому даже в голову не приходило отказываться от одного из самых успешных альянсов в истории. Но Трамп считал, что Североатлантический альянс – это просто клуб, в котором половина отказывается платить членские взносы. Поэтому Трамп неоднократно заявлял о бесполезности НАТО.
А бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон вообще уверен, что Трамп собирался вывести США из альянса после перевыборов. В апреле этого года Трамп подтвердил то, что все и так понимали. Дальше цитирую самого Трампа. Один из европейских лидеров сказал: значит ли это, что вы не защитите нас в случае, если мы не заплатим? Вы не защитите нас от России. Был Советский Союз, а теперь Россия. Я сказал: это именно то, что это значит. Конец цитаты. Европа понимала, что они больше не могут рассчитывать на защиту США. 4 года Путин не мог поверить своему счастью. Но мы сегодня видим, что уже доказано, что никакого переворота не планировалось, никакого штаба там не было, никакого оружия не было дано, чтобы какой-то создать переворот у нас в Вашингтоне. Это была мирная демонстрация, да, с провокаторами. В результате публичных слушаний комиссии 6 января уже доказано, что не только планировался переворот, но и Трамп в нем непосредственно участвовал. Это сейчас расследуется Минюстом. Прокуроры уже расследуют более 800 участников. Многие из них были вооружены, треть уже были осуждены или признали себя виновными. И прокуроры еще не проиграли ни одного дела, ни по одной обвинительной статье. С Ираном тоже. Иран сидел тихо и не угрожал Израилю все 4 года. Самая большая угроза для Израиля – это иранская ядерная программа. Трамп вышел из договора с Ираном о ядерном оружии, и Иран возобновил свою ядерную программу. Далее Табах перешел на Байдена, но об этом мы поговорим уже в следующей серии. Отношение к Трампу – это тест на ваше умственное развитие. Если вы находите, что я какие-то сейчас говорю не факты, пожалуйста, напишите мне. Но объяснять обманщику, что он обманщик, глупое занятие. Но если вы помните, первое видео закончилось тем, что Табах завершил со своими восхищениями Трампа и перевел свой поток лжи на Байдена. Ну, в первую очередь, он сразу же снял санкции с Северного потока. Трамп методично портил отношения с Европой и конкретно с Германией, в том числе введением санкций против нашего ключевого союзника. С другой стороны, несмотря на санкции, Северный поток-2 был почти построен к концу трамповского правления. Теперь задайте себе вопрос, что хуже для Путина? Санкции на запасную газовую трубу или принципиальный раскол между Германией и США? Байден сделал обратное. Он отменил американские санкции на СП-2 и наладил отношения с Германией. В феврале никто не мог поверить, что немцы откажутся от российской трубы. Однако в первые же дни новой российской агрессии Германия заморозила уже достроенный трубопровод. Дипломатия Байдена оказалась сильнее любых санкций. СП-2 не функционировал ни одного дня, ни одной секунды. Никогда не прислал посла в Украину, то есть показывает, что Украина ему не важна. Только вот во время войны, когда началась война, он прислал посла, но она уже была не в Киеве, а в Варшаве работала. Даже не назначил никакого своего посланника, не то что посла, а какого-то посланника, как вот у Трампа был Курт Уокер. Начнем с того, что Трамп не назначил ни одного постоянного посла в Украине. Маша Йованович была назначена президентом Обамой в 2016 году. В мае 2019 года Трамп уволил Йованович при очень странных обстоятельствах. В результате импичмента стало понятно, что Йованович не позволила бы Трампу шантажировать Украину. После отставки Йованович временным послом стал Уильям Тейлор. Курт Волкер был специальным посланником для украинских переговоров. Все трое дали показания против Трампа во время первого импичмента. При этом у Байдена был тоже временный посол в Украине прямо с января 2021 года. Назначение постоянного посла занимает время, потому что он должен быть утвержден Сенатом. Но даже если не вдаваться в детали, Украина была без постоянного посла дольше при Трампе с мая 2019 года по январь 2021 года, чем при Байдене с января 2021 года по май 2022 года. Вернул договор о ближней и средней дальностных ракет, то есть сохранил Путину миллиарды долларов таким образом. И этими, кстати, ракетами пуляют сейчас по Украине. Есть ложь, которая опровергается фактами. Есть ложь, которая нуждается в контексте. Но в данном случае Табах противоречит сам себе в 3 предложениях.
Он начинает с того, что Байден вернул договор с Россией о ракетах ближней и средней дальности. Любой договор подразумевает ограничение на количество ракет. Отсюда Табах делает вывод, что мы сохранили Путину миллиарды, потому что он не должен производить эти ракеты, на которые у него теперь ограничения. Но после этого он говорит, что этими же ракетами Путин стреляет по Украине. Так это хорошо, что у него их мало, или плохо? Единственный договор, из которого Трамп вышел и который вернул Байден, это договор «Старт». Он ограничивает количество ядерных боеголовок. Получается, капитан в отставке хотел, чтобы у Путина их было больше? Урезал военную помощь Украине в 3 раза, как только пришел к власти. Congressional Research Service, то есть официальная исследовательская служба при Конгрессе США, предоставила отчет об американской помощи Украине. С 2016 года Украина получала военную помощь по 2 программам: Foreign Military Financing и Ukraine Security Assistance Initiative. При администрации Байдена помощь по этим 2 программам не уменьшилась, а увеличилась. Дополнительно президент Байден воспользовался 3-й программой. Presidential Drawdown Authority позволяла ему передавать Украине оружие прямо со складов Пентагона. В 2021 году он воспользовался этой программой дважды на общую сумму в $260 миллионов. Всего президент Байден использовал программу PDA 25 раз на сумму больше $11 миллиардов. Снял вопрос о вступлении НАТО с повестки дня, то есть, что Украина будет вступать в НАТО, он сразу сказал, это снято с повестки дня, мы это больше не обсуждаем. Конечно, ничего подобного Байден не говорил. Например, 14 июня 2021 года Байден посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. На пресс-конференции Байдена спросили: Украина хочет четкого ответа, да или нет, о плане действий по вступлению в НАТО. И, если позволите, 2-я часть того же вопроса. Теперь, когда Россия захватила части Украины, исключает ли это практическую возможность вступления Украины в НАТО? Ответ на 2-й вопрос – нет, не исключает. 1-й вопрос – это зависит от того, соответствуют ли они критериям. Дело в том, что им еще предстоит искоренить коррупцию. Дело в том, что они должны соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план действий по вступлению в НАТО. Так что вопрос остается открытым. Посмотрим. Тем временем мы сделаем все возможное, чтобы Украина могла продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России. Трамп дал указание Пентагону, чтобы проработали разные схемы, разные возможности, как Украина и Грузия может попасть в НАТО. О чем говорит Табах, непонятно, но после всей остальной дезинформации уже ничего не удивляет. 16 августа 2015 года Трамп, уже кандидат в президенты, сказал, что ему все равно, что случится с украинским членством в НАТО. Если Украина войдет, хорошо. Не войдет, хорошо. Зато Трамп неоднократно говорил о бесполезности НАТО. 21 марта 2016 года Трамп сказал: НАТО было создано в другое время. НАТО было создано, когда мы были более богатой страной. Мы больше не богатая страна. Мы одалживаем все эти деньги. НАТО обходится нам в целое состояние. И да, мы защищаем Европу вместе с НАТО, но мы тратим много денег. Во-первых, я думаю, что распределение затрат должно быть изменено. Я думаю, что НАТО как концепция хороша, но она уже не так хороша, как в начале своего развития. 27 марта 2016 года Трамп посылает твит. Мое заявление о том, что НАТО устарело и непропорционально дорого и несправедливо для США, теперь наконец получает аплодисменты. Трамп сделал около 10 подобных заявлений в 2016 году. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считал, что Трамп собирается вывести США из альянса после перевыборов. Я думаю, что во 2-м сроке Трампа он вполне мог выйти из НАТО. И я думаю, что Путин ждал это. А 22 апреля этого года Трамп сам признался, что он угрожал не защищать НАТО от России. Также декларировал то, что insignificant incursion into Ukraine is okay. То есть незначимое внедрение в Украину, незначимое нападение на Украину, что он имел этим в виду, это ничего страшного, это можно. Но если будет значимое, то это другое. Цитата Байдена дословно.
Я думаю, вы увидите, что Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется. И это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и тогда мы будем спорить, что делать, а чего не делать. Байден откровенно говорил о том, что в антипутинской коалиции, которую он создал, существует разногласия. Безусловно, было бы лучше, если бы Байден держал такие откровения за закрытыми дверями. Хотя бы потому, что это позволило таким дезинформаторам, как Табах, вырвать эти слова из контекста. Хантер Байден, его сынишка, мало того, что участвовал в разных коррупционных схемах в Украине, получая сумасшедшие деньги от компании «Боризма», и также получил 5 миллионов от Батуриной, то есть близкого человека Путина. За что получил эти 5 миллионов, никто сейчас толком не знает. Во-первых, не 5 миллионов, а 3,5. Во-вторых, Хантер Байден не имел к этому никакого отношения. Республиканцы в Сенате провели расследование этого трамповского обвинения против Хантера Байдена. Они установили, что Елена Батулина, жена московского мэра Юрия Лужкова, заплатила $3,5 миллиона фирме под названием Rosemont Seneca Thornton. Никаких дополнительных деталей в этом расследовании не всплыло. Мы даже не знаем, за что Батулина заплатила и было ли это нелегально. Причем тут Хантер Байден? Оказывается, что он был одним из основателей компании Rosemont Seneca Advisors. Похожее название, любой Табах мог запутаться. Никаких связей между Rosemont Seneca Thornton и Rosemont Seneca Advisors не было установлено. Я себе представляю, если бы Трампа дети получили 5 миллионов долларов от Батуриной, какой бы был скандал это. Или работали бы на Боризму и получали. Сейчас, если бы Трампа дети этим занимались. А представлять ничего не надо. Трамп устроил на работу свою дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера в лучших традициях советского непотизма. Никаких квалификаций для работы в Белом доме у них не было. Это правда, что Трамп, дочь и зять отказались от зарплаты. Но неужели вы думаете, что они собирались жить на одну зарплату? Например, бизнес Иванки получил патенты на торговые марки от китайского правительства, пока она работала в Белом доме. А когда Катар отказался финансировать обанкротившееся здание кушнеровского бизнеса, Кушнер, находясь в Белом доме, поддержал блокаду Катара. Тем временем Дон-младший и Эрик Трамп продолжали возглавлять бизнес Трампа. За 4 года трамповского правления налогоплательщики заплатили трамповскому бизнесу как минимум $2,5 миллиона. А предвыборная кампания Трампа заплатила трамповскому бизнесу $5,6 миллионов. Нужно писать целые книги, чтобы перечислить, как эта семья мошенников заработала на президентстве. И уже написаны книги о связях Трампа с Кремлем. Российские олигархи финансировали бизнес Трампа еще с 90-х годов. В 2013 году Трамп решил заработать в Москве на конкурсе «Мисс Вселенная». С 2013 по 2016 год Трамп пытался построить башню в Москве. Обо всех связях между Трампом и Кремлем читайте в моей статье «Украина при Трампе такого бы не было». Посылал в Москву специалистку по Украине и директора ЦРУ на какие-то переговоры, на какие непонятно, что там они делали, почему наш ЦРУ, глава ЦРУ ездит в Россию, делиться опытом, что ли, тоже непонятно. Вдумайтесь в то, что он говорит. Он не знает, зачем директор ЦРУ ездил в Москву. И свое незнание, свое невежество он использует как факт против Байдена. В ноябре 2021 года Байден поручил директору ЦРУ отправиться в Москву и предупредить Путина, что мы знаем, что он планирует с Украиной. Если он не остановится, его ждут очень серьезные последствия. Предложил Зеленскому покинуть Украину, эмигрировать, получить статус в Соединенных Штатах Америки, эмигрировать в Америку. То есть бросить Украину на произвол судьбы. Сразу он предложил не один раз, 2 раза. Сразу перед войной и сразу после войны. 25 февраля Associated Press опубликовала короткую заметку о том, что американское правительство предложило Владимиру Зеленскому покинуть Киев, не Украину. По словам неназванного представителя американской разведки, Зеленский ответил, что ему нужно оружие, а не такси. Газета Washington Post провела расследование этой истории и пришла к выводу, что это в большей степени выдумка.
На сегодняшний день ни американские официальные лица, ни официальные представители Зеленского, ни сам Зеленский не подтвердили, что этот разговор состоялся. Сам журналист Associated Press подтвердил, что Байден не участвовал в этом разговоре. В других средствах массовой информации сообщили, что, возможно, Зеленскому предложили переехать во Львов. Однако официальный представитель Зеленского сообщил, что Байден не участвовал даже в этом разговоре. А 18 февраля, за несколько дней до вторжения, администрация Байдена просила Зеленского не покидать Украину и не посещать конференцию в Мюнхене. Ни Байден, ни американское правительство не предлагали Зеленскому покинуть Украину, не предлагали эмигрировать в США, не предлагали получить статус в США, не предлагали это ни до вторжения, ни после. Все это от начала и до конца фантазии Табаха. Госсекретарь Блинкен сказал тогда, если Зеленского убьют, мы знаем, там есть кому его заменить. То есть Зеленского можно убить, я так это понимаю. Мол, ничего страшного не будет, раз он не уезжает. Сначала Табах говорит, что американское правительство хотело вывести Зеленского из страны, чтобы его спасти. Но уже в следующем предложении он рассказывает, что американское правительство решило, что Зеленского можно убить. И сам удивляется своим собственным выводом. Знаете, можно просто показать эти 30 секунд и уже ничего не анализировать. Вы хотите узнать, что на самом деле сказал Блинкен? 6 марта Блинкен дал интервью на популярной американской передаче Face the Nation. Блинкена спросили: президент Зеленский неоднократно говорил, что это могут быть его последние дни. Если Россия убьет его, каковы будут последствия? И работаете ли вы над планом на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы поддержать украинское правительство без Зеленского у руля? Блинкен восхищается лидерством Зеленского, но потом отвечает на вопрос. Я не буду вдаваться в какие-либо подробности, но у украинцев есть планы, чтобы убедиться, что существует то, что мы бы назвали преемственностью правительства. Идея преемственности правительства существует и в Америке. Если американского президента убьют, то правительство возглавит вице-президент. А если убьют и вице-президента, то правительство возглавит спикер Палаты представителей. Это не значит, что американского президента можно убить. Это не значит, что Зеленского можно убить. Во всей этой дискуссии единственный человек, который считает, что Зеленского можно убить, это Юрий Табах. Когда ты очень часто в дебатах начинаешь побеждать, потому что ты давишь фактами, они говорят, да я не хочу тебя слушать, просто не хочу, это бред, не хочу, начинают психовать, и это ни к чему не приводит. И я знаю, что мой друг Сергей Любарский хочет вызвать на дебаты кого-то. Они никто не пойдут на дебаты, потому что у них нет фактов. Я пытался это сделать годами уже, но никто не выходит. Вот факты, что было сделано. Вот факты, что было не сделано. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Что было сделано, что было не сделано, начиная с Афганистана и Сирии и заканчивая Украиной. Бросив, конечно же, союзников в Афганистане, это еще одно предательство. Вообще уход из Афганистана – это предательство. Это официальный документ соглашения между США и Афганистаном прямо на сайте Госдепартамента. 29 февраля 2020 года администрация Трампа подписала мирное соглашение с Талибаном. В результате этого соглашения Соединенные Штаты Америки обещают покинуть Афганистан в течение 14 месяцев, то есть до мая 2021 года. Дополнительно в течение 135 дней Соединенные Штаты Америки уменьшат количество своих солдат в Афганистане до 8600 и покинут 5 военных баз. Обе стороны освободят заключенных. США снимут санкции с Талибана до 29 мая 2020 года. США и союзники не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана. То есть Трамп просто объявил Талибану, что мы выводим войска в обмен на то, что Талибан не будет нас трогать. И это было сделано без участия или даже консультации с афганским правительством. Если говорить на языке Табаха, Трамп слил Афганистан. И мы видим, что все это было брошено, это все было позорно сделано, и, конечно же, это все от этого получил хорошие эмоции Владимир Путин. Комиссия 6 января выявила, что Трамп пытался вывести войска из Афганистана еще раньше,
11 ноября 2020 года он подписал меморандум о том, что войска США должны выйти из Афганистана не позже, чем 15 января 2021 года. И если бы Трампа не остановили республиканцы в Конгрессе, военные в Пентагоне и взрослые люди в его же администрации, то Путин получил бы не хорошие эмоции, а полноценный оргазм. Теперь вы понимаете, в каком состоянии унаследовал Байден Афганистан. Грубо говоря, у него было два варианта: расторгнуть договор и возобновить конфликт с Талибаном, или покинуть страну. Байдену удалось договориться и перенести дату вывода войск на август. Конечно, я ожидал лучшей подготовки и координации со стороны администрации Байдена. Но у трампистов не возникает никаких вопросов о предательском договоре дорогого лидера с Талибаном. И наш выход из Сирии, вы не видели, как люди, сирийцы, бежали, хватались за колеса самолетов и так далее, и так далее. Все это было сделано организованно и правильно, и не было убийства, и никто, в принципе, не погиб. Война была остановлена, и курды в безопасности. Трамп принял это решение после телефонного разговора с Эрдоганом, не проконсультировавшись ни с Пентагоном, ни с Конгрессом. Через неделю он приказал всем американским войскам покинуть регион. 130 тысяч курдов вынуждены были покинуть свои дома, сотни погибли. Террористы ИГИЛа, которых курды держали в тюрьмах, сбежали. Американские военные оказались под турецким артиллерийским огнем. После предательства Трампа курды были вынуждены искать союзников в лице Путина и Асада. В Сирии, как и во всем остальном, чего коснулся Трамп, он пришел, увидел и предал. Но давайте вернемся к Украине, начиная с любимой темы пропагандистов – законе о ленд-лизе. В январе республиканские сенаторы предложили законопроект о ленд-лизе с Украиной. Открываем закон о ленд-лизе для Украины. Действительно, республиканец, сенатор Джон Корнин, предложил этот закон 19 января. К нему немедленно присоединились 2 демократа и еще 1 республиканец. Всего у законопроекта было 14 республиканских коспонсоров, 6 демократов и 1 независимый демократ. Сенат единогласно проголосовал за этот законопроект 6 апреля. 28 апреля закон был принят в Палате представителей. Однако 10 республиканцев-трампистов проголосовали против. Байден протянул подписание до 9 мая, хотя мог подписать намного раньше. Президент Байден подписал этот закон через 11 дней. Очевидно, что дата 9 мая была выбрана не случайно. Это был троллинг Путина и кремлевских победобесов. И по ленд-лизу сегодня Украина получила 0. Я открою вам маленький секрет. Вопрос ленд-лиза не существует ни в американских СМИ, ни в американской политике, ни среди республиканцев, ни среди демократов, ни даже среди авторов самого законопроекта. Эта проблема была создана русскоязычными медийными персонажами и полезными сверчками, и теперь она мусолится исключительно в русскоязычном медийном пространстве. Кто-то сказал, что Украину завалят оружием через ленд-лиз, кто-то придумал, что это произойдет с 1 октября, а Табах и ему подобные воспользовались этим, чтобы настроить Украину против Америки. Вопрос, почему нет ленд-лиза, уже давно напоминает, где вы были, когда 8 лет бомбили Донбасс. Вот обещали все вот эти тоже блогеры, журналисты, специалисты, говорили, пытались оттянуть и пытались обмануть, то есть как бы выгородить Байдена, что ленд-лиз не пошел 10 мая, а он пойдет в новом бюджетном году. То есть, причем тут новый бюджетный год, ленд-лиз не имеет никакого отношения к бюджетному году. Правильно, товарищ Табах. У ленд-лиза нет своего бюджета. Ленд-лиз не позволяет купить для Украины новое оружие или пополнить запасы Пентагона. У США есть намного более эффективные программы помощи Украине, чем ленд-лиз, о которых капитан в отставке никогда не слышал. А сейчас, когда он не пошел в бюджетном году, они говорят, вот эти вот 40 миллиардов, из которых только 17 Украине и только 6, вообще-то получили только 4. Это и есть ленд-лиз. Нет, на это Конгресс проголосовал отдельно. Иначе что же, у нас Конгресс 2 раза голосует за одно и то же. И снова правильно. Поэтому Байден и запросил пакет помощи Украине, чтобы воспользоваться более эффективными программами, чем ленд-лиз.
запросил у Конгресса так называемый пакет помощи Украине в размере 36 миллиардов долларов, из которого Украине шло около 17 миллиардов, но не предусмотрел ни одного доллара на оружие. Прямо на сайте Белого дома можно прочитать стенограмму пресс-конференции, которая состоялась 28 апреля. На ней официальный представитель администрации Байдена объяснял, что входит в дополнительный запрос для помощи Украине на 33 миллиарда долларов. Мы призываем Конгресс предоставить более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи и другой помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить поступление оружия и боеприпасов для украинского народа. Республиканцы, опять же, представители республиканской партии настояли на добавке еще 6 миллиардов непосредственно на оружие. Открываем официальный сайт Конгресса. Главный спонсор этого законопроекта – демократы из Коннектикута. В Палате представителей за проголосовали 368, против 57. Все 57 республиканцы. Факты мне показывают, что демократическая партия набирает себе очки для ноября, пропихивая все эти пакеты, где очень, называя их помощь Украине, а там помощи Украине чрезвычайно мало. Поэтому республиканцы голосуют в основном против этого. Ну и все, конечно же, начинают кричать, что республиканцы против Украины, а вот демократы за Украину. Ну что ж, давайте посмотрим, за что проголосовали демократы и большинство республиканцев, и против чего проголосовали трамписты. Что вошло в майский 40-миллиардный пакет помощи? 6 миллиардов на Ukraine Security Assistance Initiative, которая включает в себя обучение, оборудование, оружие, логистику, снабжение, обслуживание, зарплаты и разведданные для вооруженных сил Украины. 9 миллиардов на пополнение запасов Пентагона, из которых Украина получала и будет получать оружие. Почти 4 миллиарда на поддержку наших союзников в Европе, которые в свою очередь поддерживают Украину. Более миллиарда на увеличение производства ракет и боеприпасов. Почти миллиард на украинских беженцев. 5 миллиардов на борьбу с глобальной нехваткой еды в результате войны в Украине. 4 миллиарда на программу Foreign Military Financing, позволяющую закупать оружие для Украины и натовских союзников. Больше 8 миллиардов на финансовую поддержку Украины, без которой Украина не сможет функционировать как государство. И другие фонды на программы поддержки Украины. Все деньги в законопроекте были связаны с российской агрессией. Не считая глобальной борьбы с голодом, практически все остальные деньги были выделены для прямой или косвенной помощи Украине. Кстати, оставил 6 миллиардов, потратить 6 миллиардов надо было до конца сентября этого года. Но такими темпами, как снабжалась Украина оружием, потратилось чуть менее 4 миллиардов. Например, открываем страницу Госдепартамента и узнаем, что с начала администрации Байдена в Украину было поставлено оружие и военной помощи больше, чем на 19 миллиардов долларов. Из них больше 18 миллиардов долларов после 24 февраля. Чуть больше 2 миллиардов не потрачены, то есть они пропали. Соединенные Штаты их никогда и не выдадут, потому что они вернулись как бы в Соединенные Штаты Америки, потому что они не были потрачены к концу финансового года. Кроме того, что с математикой у Табаха такие же проблемы, как и со всеми остальными фактами, это очень странная постановка вопроса. Неоплаченные деньги пропали. Куда пропали? Что значит США их не выдадут, потому что они вернулись в США? Откуда они вернулись? Теперь в конце сентября, опять же, это были республиканские представители, республиканские конгрессмены, которые просили передать эти чуть больше 2 миллиардов долларов на следующий год, на 23-й год. Но этого не произошло. Эти деньги не могли пропасть ни логически, ни математически. В мае Байден запросил и получил бюджет от Конгресса, когда 2 миллиарда из этого бюджета не были использованы до 30 сентября. Байден запросил и получил у Конгресса новый бюджет после 30 сентября.
То есть эти 2 миллиарда просто перешли в следующий пакет помощи. Пока что ни в одной этой программе, ни в одном этом гранте нет наступательного оружия. Нет ни танков. Союзники часто координируют поставки оружия. Например, Польша купила 250 американских «Абрамсов», что позволило ей отдать 200 своих танков Украине. Нет с GPS орудий. В списке Пентагона на сентябрь уже были высокоточные артиллерийские снаряды. Не говоря уже о том, что такие системы, как «Хаймарс», используют GPS всегда. Нету боевых машин пехоты БМПС, APCs у нас они называются. 200 машин БМП М113. Хаймарсы это не наступательное оружие, и то они тоже идут в единичном случае. 20 машин Хаймарс уже в Украине. Ну и гаубицы тоже в единичном случае. И 146 гаубиц к концу сентября, хотя сегодня их еще больше. Вас используют, украинцев, за вашу кровь они себе набирают политические очки. Проекция – это когда человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства и мотивы. Табах и другие медийные персонажи используют трагедию в Украине в своих личных целях. Меня часто спрашивают, зачем они это делают. Я не могу и не хочу залазить в голову ни к Табаху, ни к Любарскому, ни к другим пропагандистам. Но у меня есть несколько предположений. Очевидно, что они используют трагедию в Украине в политических интересах для продвижения идеологии трампизма. Это факты. Я говорю факты. Это не любовь к Трампу или еще чуть ли. Я хочу вам что-то доказать. Они делают вид, что болеют за Украину, заручаются доверием слушателей, а потом преподносят им на блюдечке бесстыжую ложь. Давайте посмотрим, что же такое Байден далее. В чем же, что он за человек такой? Потому что я говорю, что он предал Украину. Я говорю, что его администрация предала Украину, и кровь украинских детей, кровь украинских гражданских, кровь украинской цвета нации, которые сегодня погибают на фронтах. Если послушать Табаха, то получается, что не Путин, а Байден напал на Украину. Ну, кроме политики, я также уверен, что эти пропагандисты удовлетворяют и свое собственное эго. Быстрая популярность требует бесстыжего популизма. Причем эта формула настолько проста, что даже Табах и Любарский могут ей следовать. Тема Украины по понятным причинам привлекает большое количество людей. Главное – говорить то, что большинство из них и так хочет услышать. Эти демагоги манипулируют фактами, предлагая легкие ответы на сложные вопросы. И находят удобных виноватых, вызывая при этом ненависть и ярость. Сложно оправдать даже безобидную ложь, но в данном случае она далеко не безобидная. Украина воюет в страшных условиях за свое выживание. У Украины нет большего и лучшего союзника, чем Соединенные Штаты Америки. Без американской поддержки Украина сегодня не освобождала бы территории, а в лучшем случае вела бы партизанскую войну. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Табах, Любарский и им подобные ведут антиамериканскую пропаганду. И если они преуспеют, Украина не получит больше оружия или поддержки. Но, вызывая ненависть, они могут добиться раскола между украинским и американским народом. Я практически уверен, что им за это не платят. Хотя сама популярность может в конце концов начать приносить прибыль. Но если бы я был кремлевским троллем, я бы всячески раскручивал Табаха и Любарского. Непонятно, почему Табаха продолжают приглашать на украинские каналы, когда элементарная журналистская этика обязывает отказываться от таких шарлатанов. Если вы видите Табаха на украинском телевидении, пришлите им одно из этих видео для общего развития. На этом я заканчиваю тему разоблачения шарлатана первого ранга и его видео исключительно факты. Я надеюсь, что ни мне, ни вам больше никогда не придется его слушать.